потянул. Я сейчас 3 сразу. Так, друзья, мы приехали на перекресток. Тут должны нам продукты привезти. Я каким-то непостижимым образом забыл купить овощи. Картофель, лук, морковь, там, фрукты там еще. Вот, узнал, что ребята тут едут в нашу сторону. Созвонились там с ними по WhatsApp. Вроде как должен здесь быть посылка должна здесь нам прийти в половине первого. Но мы чуть-чуть пораньше выехали, хотим тут порыбачить. Еще нам сказали, что здесь рыба выше нас не ловится. Ну типа выше нас не поднимается. Не знаю, чтобы слухи там никакие не ходили, что мы там типа рыбу всю вылавливаем. Сейчас попробуем здесь порыбачить. Посмотрим. Или это мужики приехали водки попить и дома перед женами сказали, что да там пасека стоит, они там речку всю долбят, перекрыли. Или действительно рыба сюда не доходит, а по ключам сваливается. Ну все. Сейчас я переодеваюсь. Что-то мужики прям в костюмах ехали всю дорогу. Не ищут легких путей, да, Костян? Все, это у нас вот дорога Заказник. Проезд запрещен туда. Висит аншлаг, кирпич. Так, ну а мы порыбачим пойдем. Так, все, мы пошли. Опять бабка нас догнала. Такой рывок она совершила. Закрывали в избе, видать, дверь открыли. Вытропила все-таки. Чара с нами из лата. Это так, для храбрости. Сейчас зайдем, докуда сможем, и пойдем вниз спускаться к мосту. Зубер, старый след. И до переезда сразу все удочки разматывают, все молча. Поймать первую рыбу. Это все мужики поймут. И причем, что самое интересное, все ловят в один котел. Потом это все делится. Но поймать первому это принципиально важно. По-любому. Сейчас посмотрим, как тут клев. Так, ну-ка иди сюда. Я тут лет 5-6 назад вот здесь вот леночков на доночку ловил. И туда чуть-чуть. Ух ты. Клюнуло, что ли? Так, ладно. Это уже второй. Все тут есть. Че мужики так ругаются? Первый, правда, сорвался. Может быть, это и первый. Все клюет. Вот следующий заброс. Все тут есть, друзья. Харюза такие еще порядочные, смотрите. Вот. Это для наших мест крупный харюз. Вот прям под кустиком стоят, под этим. Ух ты, опять поклевка. Подсечь фигово под кустом. Да что ты? В общем, все по старой схеме, только камеру выключаю. Поклевочка. Все под одним кустиком. Не знаю, мужики.
Берите лучше вместо водки снасти. Мормышки разные. Меняйте, экспериментируйте. И домой будете с рыбой приезжать всегда. Ну, не всегда, у нас тоже бывает. Но мы, по крайней мере, пытаемся. И никого в своих неудачах не виним. Что там какие-то пасеки вверху по течению. Друзья, я вам скажу, тут намного лучше клев, чем у нас. Прям намного. Я прошел 100 метров. Вон, смотрите. Не знаю, у кого тут намного лучше, чем у нас. Я вам прям отвечаю за свои слова. Может, день такой сегодня, я не знаю. Но клюет изумительно просто. При том, при всем, я иду последний. И у ребят там, я уверен, тоже что-то есть. Значит, я же старый охотник, рыбак, так сказать, искушенный. Рыба-то, которая убегает, она всегда вверх идет. А тут я караулю. И вот парадокс в том, что включаю камеру и не хочет она почему-то клевать на камеру. Может, клюнет сейчас. О! И при том, при всем, это не поклевка, я просто перезакидывал удочку. Вообще отличный клев, знаете, я прям в восторге. У нас там такого нету. Рыбка все-таки вверха уходит, когда жара. Это уже давно доказанный факт. Более холодную воду. Ключи, вершины. И рыба более крупная. Друзья, смотрите, у Никитоса на 2 крючка. А? На 2 крючка. Причем висит 1 крючок, а клюнуло на 2. Второго поводка нету. Ты что, зацепил второй поводок, что ли? Вчера с одним рыбачил. Вот, у меня не было на 2 поклевки. И что они говорят, что рыбы здесь нету? Я что-то ничего не пойму. Водки много, рыбы мало. Вон дырсу достает там. Сейчас мы тут тралом нашим пройдем рыболовецким. Вон, поклевка. И что ты там, наловил что-нибудь? А, вот эти? Ну сразу видал дуплетом, как отстрелялся. А дырсу первый, все. Вот у него вот эта вот тема, она у него, что все года те была, что эти. Не меняется, пацанчик. Говорю, дай мне швабру, а у меня нет. А, у меня есть всякая фигня там. Давай сейчас перецепимся, если... Ну, 2 сразу клюнула. Да она где есть, она хватает. О, поклевочка была. Он Никитос какого. На грудь его, блин, ё-моё. На грудь его раз принял. Извентиляешься. Ё-моё. Это все, друзья, из-за того, что камеру включили, люди начинают делать несвойственные им ошибки. Волнуются, переживают. И такая здоровая рыба уходит восвоясь. А Хариус действительно трофейный был. Ты еще коробушку поверни спереди, тебе так неудобно. Ты потом начинаешь ее разворачивать. Хотя бы сбоку, чтобы было. Смотрите, друзья, какой кабан. Прям серьезный.
Самый большой на сегодня. У Никитоса, по-моему, такой же сошел. Я его зубами. А вы говорите, что линка нет. На какую клюнул? Ну вот, видишь. Дал корешу эту мормышечку такую. Как она? Швабру розовую. Поцелуй его на прощание. Ну вот. Обрыбился кореш. А Дерсу только идет, говорит, что-то линков нету, куда они все поехали? Когда есть, они боятся просто. На коротке рыбалка. Мужики говорят, вообще рыбы нет, приехали без ничего. А вы говорите, линков нет. Они вообще тут были, я что-то даже следов по речке не вижу никаких. Опа. С ходов. Все. Тут вот две протоки сходятся, тут рыбка как стоит хорошо. Опа. Сходу клюет. Ну, мелочь, видать. Да что ты будешь делать? Где поймал? Тут посередине. Вот где-то И с харюзом же, да, стоит, не боится. Дерсу, не нервничай, не нервничай. Срываются у тебя? Без нервов. Так, все, наше такси отправляется. Оставили нам продукты там на переезде. Влад приехал, выгулил своего азимута за чуть меньше 2 часа добрались, вообще не спеша. Вот это техника. Ну, нифига не увезешь особо. Они поехали к себе на избушку. Завтра утром к нам приедут. А мы все отрыбачили. Так что, мужики, зря вы говорите, тут рыбалка лучше. Сколько мы тут? 1,5 часа? Да, 1,5 часа рыбачили. И харис очень крупный. И у мужиков тоже там столько же. Мормышки надо подбирать. Мормышечки подобрали, и все отлично. Пальма там впереди. где-то назад бегал. Азмата на меня будет надо. Вон он, Азмат. Друзья, продукты привезли. Сейчас покажу продукты. Вот. Вот они продукты заказали. Никитос, ты скажи, зачем тебе столько продуктов? А? Тебе не стыдно? Что ты там потерял? А? Кого нету? Половины нету? А, да? Ну, блин, расход тоже большой по дороге. Как это? Ты думал, что просто так кто-то повезет? Половины, говорит, нету. Взяли за таксу, за проезд. Так, ладно, потихонечку поедем. Мужикам надо закрыть лицензию на Пантача. Завтра к нам заедут. Я ходил, вроде хорошо ходят. Говорю, если что, заезжайте к нам. Видео сейчас покажу. Снимал на телефон. Солонцы, они не подсаливали свои, плохо ходят. У нас неплохо там. Пальма где-то с ними, да? Так, все, мы прибыли. Разгрузились почти. Еще надо забирать. Сейчас еще одну ходку.
шарахнулась ветка, сейчас хруст такой навернулась. Сюда вот. Вон залезли, куски отпилили. Обломыш там висел. Да что, пригодится. Так, я не об этом. Пилили вон пилой вот этой. Я думаю, на сегодняшний день это самые лучшие электропилы на рынке, Greenworks вот эти. Вот у нас маленькая 40-вольтовая, цены просто ей нет. И вот у нас еще на обзоре еще вот такая пилка. Тоже 40-вольтовая. Один и тот же аккум. Офигенные пилки. Просто дури столько вообще. Ничуть не хуже, чем эти бензиновые. И нет этой вибрации вот этой, как только разгазуешь, когда, а этой можно ровненький пропильчик сделать, так чик, аккуратненько, и она вот хорошо идет. Вот этой вибрации нету на шине. Можно четкий пропил делать. Ребята запустили коптилочку. Рыбка у нас сегодня вялилась. Вот сегодня будем коптить. Будем коптить, наверное, еще и завтра. Вывезем. У нас есть морозилка. Ну, блин, морозить рыбу капец. Бензин жечь. Копченая тоже вкусная рыба, правильно? Конечно, свежая. Это и свежая, но копченая. Жека сегодня ходил, пчел проверял. Пчел это меда нанесли, но не густо. Говорит, надо еще, чтобы тащили. Поэтому у нас пока ясности нет. Будем мы мед продавать, нет. А то может быть так случится, что только-только они себе и натаскают на зимовку. Ну и домой чуть-чуть, друзьям, родственникам. Смотрите, какой топорик у нас знатный получился. Да, острый. Острый. Топорище офигенное. Все по фэншую. Под руку. Тут у нас залетел огромный шершень. Я что-то и не припомню таких размеров. Прям как воробей. Видно его, нет? Громадный просто. Надо его сбить срочно.
села. Ни люфтов, ничего нету. Сейчас тут герметиком промазываем. Привез герметик с собой. И все, чуть-чуть подстынет и садим. И сифон нам вчера ребята передали, я не помню. Говорил, нет. Сифон передали. Так, Никитос сейчас уголки прикручивает снизу. Откручивали, потому что мешали прорезать отверстие. И все. Сифон, слив на улицу. И бак еще нам надо по плану. Красота. Я не знаю, каким-то чудом попал, что дверь прям только-только до миллиметра прям удачно. Потому что край-то вот не обрезной. И как прицелиться тут черт его знает. Как-то так на глаз получилось. Повезло, короче. В общем, не подходит у нас этот сифон. Зря мужики суетились, перебивали. У нас вот эта вот толщина не позволяет закрутить вот болт. Ну-ка, разбери, Никитос, показать. Вот этот болт у нас из-за вот этой толщины он не достает, короче. Вот мы ее ставим сюда, и эта фигня там не присядет. Даже без прокладок, без резиновых они не достают. А это снизу. Можно было отрезать, но она будет снизу переливать. Ну, короче, можно было тут что-то заколхозить, но лучше купить уже нормальную. И это поставить можно было. Если вообще ничего не было, как бы срочно надо было пользоваться раковиной. Можно было болт там другой. Там. Но опять же здесь отверстие вот под вот эту штукенцию. Короче, закажу на Озоне вот именно от этой раковины. Это скорее всего под эту, под нержавейку, да, под раковину. Под нее. Все, увозим обратно. С первый раз мясо жарил. Да, обалденно получилось. Ну, я это сейчас буду проверять. Первый раз ты меня сейчас кормить будешь. Покормим. Так, как вот его настроить? Опа. Ну, прожарил вроде. А, ну сочный еще, смотри. Даже не скажешь, что неделю это Ключи выживало. болталось. Ну берите, берите, чего вы. Дыма что-то много. Нормально. Ну не, обалденно вообще. Чуть-чуть пересушил. Да? Угу. Та партия будет получше. Ну, надрезать, если беленькая, все, ну, а так она чуть-чуть пересушена, видишь, почти влаги нету. Ну и чё, ловится? А, Дарсунян? Свалил. С утра пораньше. А? Хуже, чем там мы наверху рыбачили. И хариус мелкий, да? Ну. Ну, потихоньку, чё. Чё, с нами поедешь вниз или чё? Или тут будешь? Я там буду вниз. Ну, смотри. Мы поедем, столбик приколотим. У нас новой пилы. По маслу. Так, у нас тут елка сухая. Сейчас мы ее отпилим кусок на столбик.
Приехали, друзья, мы на наше поле. Смотрите, какой шикарный овес у нас получился. К сожалению, картошка у нас это не уцелела. Через дней 10. Вот видите, следы копыта. Кто-то отвалом тут прошел. Сено все раскидал. Вот она, воронка. Короче, сожрали сразу через 10 дней кабаны. Ну, мы как бы и планировали, что ненадолго это все у нас хозяйство. Вон, видите, все в следах. А так овес, я считаю, шикарный. Он и траву забил, там где-то трава чуть-чуть проглядывает. Ну, каких-то троп я не вижу таких ярко выраженных. Ну, чуть-чуть примято, кто-то ходил. Вот какая-то тропа. Ну вот, смотрите, уже он созревает, видите, да? Так, Златка с нами увязалась, что-то хромала, лежала на избе, еле ходила. Тут смотрим, и не хромает, и ничего, и летит вперед, как угорела. Ладно, сейчас будем вкапывать столбик. Так, друзья, наш эксперимент, я считаю, удался с этим полем, с овсяным. Овес вырос офигенно, просто он сочный, красивый. Ну, я его сам не пробовал, но мне кажется, он очень хороший. Вот. И зверь рано или поздно сюда придет. Сейчас пока пищи достаточно зверю, ну, потом он сюда придет и будет жировать здесь. Ну, и зимой, скорее всего, он будет там копаться. Вот. Но эксперимент, он остается экспериментом, потому что мы не знаем, будут у нас на следующий год семена какие, не будут там. И это сейчас у нас была возможность, там несколько мешков там мы посеяли, а так может быть и нет, не будет. Вот, поэтому мы связались с охотпользователем, и на сегодняшний день есть договоренность, что нам будут предоставляться семена для засеивания этого поля ежегодно, да, может быть мы еще какое поле вспашем, но это не сложно, ну это наоборот приятно, что есть возможность такая как-то облегчить жизнь братьям нашим меньшим, вот, и поэтому запускаем такой вот мы проект по биотехнии, ну, в нашей местности. Нам будет предоставляться еще также материал для строительства кормушки. Может быть, у вас есть какие-то варианты. Многие из вас занимаются биотехнией. На Западе это очень хорошо развита тема. У нас она только набирает обороты, поэтому опыт небольшой. Мы могли бы с подручных материалов тут построить, там, ну, с кругляка, там много очень деревьев, там, ну, валежника, там, называйте как хотите. Но если человек, ну, люди предоставят нам доски, материал, мы можем сделать прям тут хоромы, там, я не знаю. Вот. И если у вас есть такие примеры практичных таких кормушек, вы скиньте, пожалуйста, в телеграм-канале нам фотографии. Одно дело это самому как-то делать, ну, а другое дело, ну, на чужих ошибках. У кого-то, если уже тема работает, для чего нам велосипед изобретать, правильно? Поэтому скидывайте, не стесняйтесь, рабочие варианты. Мы всем будем рады посмотреть и построить здесь точно такую же кормушку. Нам дали вот несколько табличек таких, что и вот это поле будет включено в реестр подкормочных площадок. Не знаю, как это правильно технически называется. Еще нам дали табличку такую, ну, побольше, что охота без путевок запрещена. Ну, типа памятки, чтобы люди не забывали. Что... Ну, тут, в принципе, и нет никого, только мы. Вот, поэтому, ну, оповещение все равно должно присутствовать. Поэтому здесь и зверь-то держится в большом количестве, потому что, ну, сами же понимаете, как выбивать зверя. Только вот фарщики, а сейчас еще такая проблема, с тепловизорами ездят по ночам, с машины стреляют, и зверю никакого шанса не оставляют. Ну, к счастью, здесь очень
мы находимся очень далеко, и местность не позволяет с фарой кататься. Тут прострелов нигде нету, полей нету таких. Это вот за редким исключением. Вот здесь поле такое небольшое. Так что зверь тут чувствует себя комфортно. И дай бог, чтобы здесь они размножались, плодились и многие-многие поколения. Вот. Ну, все, ставим столбик и едем домой. Ой, какая земля тут, хорошая, а. Смотри, ни камушка, ничего, да? Но она прям жирная такая. Я говорю, тут чем-то они удобряли, да? А чем они в те года могли? Навозом, да, всякой фигней? Колчаков, чем? Все, готово. Так, ну все, готово. Красота среди бегущих. Так, сейчас надо фотоловушку нам еще поставить. Пусть хоть так работает днем. Правый край ниже. А? Правый край маленько ниже. Чуть-чуть. Ты сам говоришь, что стрелять? Все. Ну хорошо, Толян. Ну, Так, братцы, сами знаем, что трухлявый столб. Никаких проблем нет. Еще один такой же на дороге найти и вкопать. Никаких. 20 минут делов, меньше даже. Так что на это внимание особо не обращаем. 2 года он отстоит. Поменяем за 20 минут и еще простоит столько же. Медведь. и тут уже снимем. Тусуется. Сначала вот эту скинем. Друзья, по возвращении домой при монтаже видео
столкнулся с такой неприятностью, что кадры с фотоаппарата, которым я снимаю, который снимает в высоком разрешении, отличного качества, к сожалению, на некоторых файлах пропал звук. Вот именно вот в этот момент, когда я приехал закрывать лицензию на Изюбря. Скорее всего, штекер вывалился или еще что-то, пока ехал. Ну, в принципе, ничего страшного. Я за какую-то серьезную охоту, охота на солонцах, я ее не воспринимаю так же, как и мои друзья. Это обычная добыча мяса. Самое сложное в этой охоте это то, что нужно сделать этот солонец грамотно, набраться терпения, и ждать, выжидать зверя. Собственно, и все. Все затекает, сводит, нельзя шевелиться там особо. Так что, в принципе, ничего сложного в этом нет. На охоте использовал я наш новый коллиматор. Подарил нам его Никитос, за что огромное ему спасибо. Он приобрел себе полноценный коллиматорный прицел закрытого типа. А вот этот, который у него был до этого, он решил подарить нам довольно такой дорогой подарок и ценный для нас. Еще раз, Никитос, огромное тебе спасибо. Пристрелять получилось его с одного патрона, зажав в тиски карабин, и совместив перекрестие прицельной марки на прицеле, затвор вынул и имел возможность через ствол просматривать место попадания, что ли. Короче, совместил отверстие в стволе с перекрестием на коллиматоре. В общем, надеюсь, понятно. Может быть, мне словарного запаса не хватает, чтобы объяснить. В своей жизни я использовал тепловизоры я впервые, и меня посетили довольно смешанные чувства. Во-первых, это простота и удобство в использовании, а во-вторых, ты понимаешь, что у зверя совершенно нет никакого шанса. Потому что в руках опытного охотника, мало шансов зверю уйти. Если когда мы раньше сидели, мы включали фонари, зверь мог убежать, ты мог неправильно сориентироваться и не туда направить луч фонаря, тем самым дав возможность зверю уйти, то здесь зверя можно поразить прямо на подходе. И если человек может совладать со своими эмоциями, его не трясет от адреналина, он спокоен, хладнокровен, то у зверя нет никакого шанса. Такова реалия сегодняшних дней. И такие прицельные приспособления, оптические приборы, они завоевывают рынок. В общем, не планируем часто пользоваться. Будем охотиться, как охотились. Просто закрыли лицензию и ничего более. Так, здесь, как вы можете слышать, мошки не столько много, плута, почти нет. Буквально пока лезешь сюда наверх, уже слышно, что их все меньше и меньше становится. Все, осталось переодеться, сухое белье достать. Это все мокрое, надо убирать. Оно не сильно мокрое, но все равно запаха больше, чем в сухом. Все, фляжки, воду. Готовится. Мужики на других солонцах сидят. Мы так на рациях. С одним солонцом мы простреливать связь, а с другим нет. Если что, надо будет быстро ехать, сообщать. Так, все, ладно. Так, все, недолго я просидел.
Вот ядовина, бык прям на ядовине упал. Выстрел по месту. Без 15-10 пришел. Сначала козел пришел, сначала я начал прицел включать и понял, что он сел. Расстроился. Потом смотрю, козел пришел, я его поснимал на видео, на всевозможное, не знаю, видно, нет. А потом я вспомнил, что, оказывается, этот прицел работает от пауэрбанка. Я подсоединил пауэрбанк, начал присматриваться, тут по сторонам смотреть. И боковым зрением смотрю, идет бычок. Ну, в общем, все. Но это, в принципе, не охота. Это, ну да, мучаешься, комары едят, мошка, жарко. Ну, это так, добыча мяса. Это то же самое, что на засидках сидят там ребята. Это не ходовая охота. Ладно, мне надо срочно выходить на связь. Ну, где рация хотя бы берет. Мужики на других солонцах сидят. Нужно было лицензию закрывать срочно, чтобы не было перестрела. И вот. Сейчас быстро до связи. Надо им сказать, что бык добыт, чтобы они слезали. У нас сегодня окрошка будет. И еще что, Дарсунян? И сосиски в тесте. Да, давненько. Сколько ты их по времени не делал? Давно? Ну, давненько уже. Крайний раз тут, наверное. Ну да. А что, дома некогда? Не, пирожки я дома делал как. А сосиски нет. Ну, приезжай, будем тебя сосисками кормить собственного производства. Так, братцы, сейчас будет момент дегустации. Не, сначала наберем, потом дегустация. Совсем забыли, у нас же тут на березовом соке квас стоит. Сейчас мы его будем сначала искать. О, вот он. Смотри, чтобы потолок не проломила крышка. Голову убирай. У нас тут сколько соленьев, ничего себе. Че? Ему кирдык. Че, все? Ага. Там такой слой прям. Пена, что ли? Ага, зеленки, плесени. Блин. Вот как мне сюда залезть, а? Ой. Ой. О, попили, блядь, квасу. А может и ничего, слышь? Сейчас мы выкинем это. Ну, эксперимент с квасом у нас не удался. Подведение итогов. Нарушение рецептуры приготовления. Не знаю, как надо было выразиться. Короче, что-то сделано не так. Очень и очень жаль. Да, Викторович? Там шапка плесени. И, короче, все пропало. Знаете, Ты думаешь? конечно. Я тоже думаю, может и ничего. Придется перезаписывать и шапку убирать и сказать, что у нас прекрасный квас получился. В том году там Таможня дает добро. Викторович говорит, ничего страшного, снять плесень и можно употреблять в пищу. Я не буду дегустировать. Как не будешь? Это ты один на предприятии работаешь, у вас комиссия, все, и к врачам вас пускают иногда. Ты один из нас на предприятии. Так что кому, кроме как не тебе? Мне нельзя. Мне тоже. У меня дети маленькие еще. Ты попьешь, я завтра. А? Я попробую набрать. В общем, дубль 2. Эксперимент с квасом у нас удался. Мне кажется, прекрасный напиток таежный получился. Так, что, тянем жребий? Кто первый? Кто первый у нас это? Я не участвую в жеребьевке. Почему ты так отвернулся? Да слушай, нормально пахнет. Прекрасный напиток. я туда сухофруктов добавил. Ага, вот Не они. сухофруктов, Изюм. а изюма одного отобрал.
Ага. И корки пожарил. Ну, хлеба. Вот, а мы еще на овсе делали. Хлеба добавил туда. Жареного. Жареного. До черноты. До черноты. Маленькими кусочками или большие? Ну, большими. Так, Дерсу, давай. Ты проиграл в жеребьевке, получается. Все спичку вытянули. Да, вот она одна была. И что, ты шарахнешь сейчас? Чуть-чуть попробую. Смотри, сейчас усики твои зашевелятся. Вместе с бородкой. Дерсу говорит, не пил, ой, не пил, не брил. Чё? Не-не, Дай попробую. на. Чё ты это? Дай мужику попить. Его же с сахаром добавлять, он он не кислить должен быть. Конечно. Ну, в смысле, он сладкий-то не будет, был бы сладкий. Так водой какой-то дают. Ну, плесень чувствуется. Ты аккуратнее, сейчас ты градус нащупаешь. Есть спиртометр. Я крошку лучше. Не, ну какой-то далекий наплыв плесени такой присутствует. А чё у нас лапирамид вообще далеко? Сразу положить, приготовить его, чтобы он это в случае необходимости лежал близко. Мне кажется, там тонкие ноты спирта присутствуют. Да не, там нету ничего такого. Что у нас там? А, все, эти кончились. Да. Смотрю, пустышки начал делать. Я ему предлагал сырник попробовать засунуть, что получится. Не хочет. Ничего Ты сказал, хорошего. режь. Ты не захотел. Ничего хорошего. Посмотри, сколько масла опять у нас, а. Сейчас мы его куда-нибудь перельем. Утро, друзья. У нас как-то странно. Сегодня хорошая погода. До этого пасмурно каждый день было. И довольно ветрено и прохладно. Так. Что я хотел сказать. Приезжал, собственно, на качку меда. А погоды не было. И взятка, соответственно, тоже. Вот посмотрите, во что превратились наши ППУ улья. Наверное, знакомая ситуация для всех пчеловодов. Сколько им? Года 4, наверное. Вот эти вот все деревяшки нужно менять. Сгнили. Ну и вообще у них такой вид как бы не очень качественный. А вот эти улья прослужат намного дольше ППС. В них нет таких деревянных элементов. И вообще с ними работать приятно. Легенькие. Ну эти тоже легенькие. Но они сделаны вот так вот. Как-то все топорно, что ли. Скручено все. Там все литое, без всяких зазоров, трещин и тому подобное. Много интересовались, где мы их приобрели, в какую цену. Я оставлю ссылку в описании. Я на Авито покупал. Ну, на общих основаниях, так же, как и все. Цена ничуть не дешевле была. Так что пока нечего было сказать. И сейчас вот как бы есть о чем рассказать. Ну, меда у нас в этом году, скорее всего, будет немного. Проезжали ребят, пчеловодов, тоже у них там принос небольшой. Так, все, собрались, барахло собрали. Выезжаем. Воды с собой чуть-чуть. Костю набрал. Кстати, сигареты уже не первый раз покупаем. Намного дешевле, чем в табачках всяких. В телеге могу ссылку дать, где покупаем. Ну там
по многу надо заказывать, поэтому цена такая приемлемая. Каждый месяц заказываем там. Ну, заказывали несколько как бы наименований. Жека сказал, что вот эти вот больше всего ему понравились. Так, ну все, мы валим. Так, ну что, друзья, вернулись мы домой. Дерсу счастлив, что Очень. побывал. Порыбачил, побродил по лесу, подышал, душу отвел. Ну, как я и сказал, то, что планировали, не хотели качать мед, а пока качать нечего. И может быть вообще не будет в этом году какого-то обильного цветения липы. Забрал я 4 куботенера. Ну, это что было до липы. Чистили. Там бархат, клен. Тоже вкусный мед. И еще там осталось чуть-чуть. Жека скажет, если там будут какие-то приносы. Ну, погоды не было, вот сейчас восстановилась. Может быть, что-то и принесут. У мужиков мимо проезжали, тоже нифига. Ладно, все. Всем физкульт привет. Берегите себя, близких. Всего доброго. Все, Костян, давай. Давай, ну. Все, довез Костю до дома, к сестре. Потом к себе пойдет. Ладно, друзья, всего доброго.